Всякий раз, когда мы переступаем рубеж в определенное количество скачиваний мобильной и не только версии eFootball, в связи с чем в игре появляется компания, тем больше складывается впечатление, что всякий раз компания становится все более и более скромнее. Как будто бы раньше у подобных компаний был куда более широкий размах и куда более заметные награды. А поэтому, когда соответствующая компания стартовала с очередным обновлением до версии 4.4.0, такое ощущение, как будто бы на нее никто не обращает внимания, как будто бы никто не придает ей толкового значения. Хотя, с другой стороны, в игру ввели достаточно интересную механику случайных наград, которая, с одной стороны, не то чтобы жалует игроков, но тем не менее привносит хоть какое-то разнообразие в привычное получение наград за участие в ивентах и достижение целей. Да, речь идет как раз таки о той самой случайной награде, которая нам полагается за прохождение конкретной части ивента или достижение конкретной цели в рамках новой кампании. Может быть, эту механику Konami в будущем не забросят, но на данный момент из всевозможных наград мы получаем именно что золотые монеты. И рандом заключается в том, сколько именно монет мы можем получить за тот или иной ивент. Если вы смотрели прямой эфир от Konami перед обновлением до версии 4.4.0, то наверняка заметили, что они обещали, что игроки получат 850 золотых монет. И у многих были предположения, что это касается как раз таки привычного выполнения целей, которое растянется на несколько недель, ну учитывая, сколько длится сама кампания. Однако все оказалось не так просто, как того хотелось бы. И получается, что некоторые из игроков могут получить золотые монеты, ну, по крайней мере, в таком количестве, а кто-то, скорее всего, останется с носом, поскольку шансы на выпадение именно 850 золотых монет за прохождение ивента, как вы можете наблюдать, крайне невысокие. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. А выводить средства с их сайта стало еще выгоднее, нежели раньше. И теперь комиссия с вывода снижена с 10% до 5 или 6% в зависимости от выбранного вами способа. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Как бы эти шансы все равно имеются, но с другой стороны не сказать, что их прям много, то есть эти проценты ничтожно малые. А поэтому в большинстве своем за прохождение ивентов игроки получают разве что там по 5, по 10, иногда даже по 15 золотых монеточек. В то время как в игре продолжают появляться все новые и новые донатные паки, Konami по сути перевыпускают одних и тех же игроков просто немного с иными цифрами. Да, бигтаймовский Суарес, я говорю про тебя, да и в целом про всю вашу MSN-овскую тройку. И в то же время игроки получают там по 5, по 10 золотых монеточек за прохождение ивента. Чувствуется некая несправедливость, вы не находите? В рамках аналогичных кампаний нам нередко раздавали те или иные бесплатные карточки. Можно долго рассуждать о том, насколько сильными они были, насколько они были необходимы в нашем составе, но по крайней мере они были. А на предыдущую кампанию, которая была буквально таки в августе, в честь 777 миллионов скачиваний, Konami и вовсе выкатили отдельный пак с Пиресом, который содержал в себе неплохую, достаточно эпическую карточку и наиболее сильных игроков из пака команда недели. И жалко, что нечто подобного мы не наблюдаем в игре и по сей день. Вот по сути, как вот был вот этот пак с Пиресом, как был и все еще остается пак с Фернандо Торресом, вот они появились и все, Konami опять забыли про подобные паки. Что мешало им добавить нечто подобное под новую кампанию, остается неизвестным. Но учитывая, что у Konami и так нет проблем с заработком, учитывая весь тот нескончаемый донат, поскольку если вы посмотрите на более-менее сильных игроков по рейтингу в дивизионах, то заметите, что у каждого из них в большинстве своем именно что донатные составы. А поэтому почему бы в лишний раз хоть чуть-чуть не раздать монеточек для игроков, которые донатят редко или не донатят вовсе по тем или иным причинам, опять же остается непонятным. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Как и всегда, ваше мнение буду ждать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр этого ролика и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!